Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, хочу вам подарить заговор, который вы можете начитать для себя и для близких людей. Мало из моих работ, которые можно провести для других, и я объясняла почему. Потому что для того, чтобы снять с другого человека болезнь, тоску, порчи, безденежье, какие-то неудачи и прочее, нужно обладать силой. Нужно иметь разрешение. И нужно быть практиком. Практиков в наше время очень мало. И очень много копирующих практиков. Этих практиков, которых мало и редко можно найти. Отличие тех, кто копирует от настоящих, ну, примерно, как вам объяснить, как настоящее дерево, которое принимает у нас углекислый газ и отдает кислород. И искусственное дерево. Оно может выглядеть очень натуральным, очень похожим на настоящее, даже может где-то красивее, интереснее. Но это пластмасса. То есть это пластик, это не настоящее дерево. То же самое, когда человек профессионал, действительно ему это дано. И когда кто-то пытается походить на этого человека. В последнее время очень часто встречаю мои слова, мои предсказания. Наверное, просто они знают, что это все сбудется и копируют. Очень много. И это неудивительно, потому что людям кажется, что если они будут копировать мой стиль, мою манеру, мои выражения, даже мои работы, то они будут так же успешны в колдовстве, да, в своем деле, как и я. И вот как раз в этом случае я и говорю, что есть копия, а есть оригинал. И если человек не является практиком, он не может читать за других, снимать с других что-либо, перенесет через себя и не выживет. Но некоторые мои работы можно провести для других людей, когда я обозначаю это. Для близких, для родных, для мужа, для сына, для любимого человека, для подруги даже, для матери и так далее. Но перед тем, как начать, я хочу вам кое-что показать, друзья мои. Это я сегодня сняла. Мне показалось, что я кого-то вижу в окно. Но там много лиц, много теней. Но вот это особенно. Я потом выставлю в сообщество, когда сниму. Сейчас я вам покажу. Сейчас я свет выключу. Вот. Лицо, видите? Выглядывает из дерева. Я, наверное, даже отдельно сниму и покажу эти два таинственных снимка. Да, теперь вернемся к работе. Нет, давайте вам еще раз покажу. Все-таки этот снимок. Погодите. Итак, друзья мои, вернемся к ритуалу, потому что после того, как я вам показала этот снимок, я решила отдельный ролик снять и отдельно показать и эту фотографию, другие. Еще видео есть. Вот он загружается. А мы вернемся к работе. Итак, я снимала целую лекцию, называется «В плену у черного дева». И там сказано о депрессии, о безразличии к жизни,
о душевной маяте, так называли депрессию маята. Это все очень опасно. К этому приводит усталость, к этому приводит страшные потери, к этому приводит война, опустошение, потеря родины, дома, близких. И у человека больше нет сил продолжать жить. Иногда к этому может привести юношеский максимализм. Вот дома родители, скажем, заслуженно, да, к месту делают замечания, а молодой человек воспринимает это очень остро и болезненно. Расставание с девушкой. И для себя иногда хочется убрать какие-то страшные мысли, какие-то страшные предчувствия, сны, безразличие к жизни, которое может появиться в нашей жизни, потому что мы тоже устаем, мы части нашего века, мы дети нашего века, и мы наряду со своим временем берем бремя этого времени на себя. И что делать в такие минуты? Как себя вести? Я вам давала много работ. И от депрессии, и убрать страхи, и пробудить внутреннего зверя, выжить любой ценой, к богам внутреннего мира и так далее. Эти все работы в совокупности еще есть «Ад закрыл двери за моей спиной». Многие другие мои работы, но еще призыв удачи, денежной силы. Они дают возможность человеку выйти из этого состояния, да, оцепенения, усталости жизни. Но хочу вам подарить заговор, который можно читать для себя и для своего близкого человека, изначально уже сказала. Если вы читаете для себя, зажигайте свечу и начитывайте на свечу 9 раз. Если вы читаете для близкого человека, ну, для сына, например, желательно зажигать свечу, потому что если у вас нет возможности зажечь свечу, и вам нужно тайком нашептывать, оно сработает процентов на 70. Может, на все 100, смотря какая у вас настроенность в этот момент, какая энергия внутри вас. Но если вы хотите, чтобы оно сработало в полной мере, да, в полную силу, зажигайте свечу, начитывайте на постель, на вещи, на его фотографию, на его книги, в его комнате, начитывайте на еду, на чай, на кофе. Много раз в день, сколько раз он чай просит, кофе, кушать хочет. Ну, сейчас, сынок, я сейчас сделаю, ты посиди, я сейчас подготовлю и позову. Вот вы греете все, да, режете там хлеб и так далее. И вот над этим всем, что он должен есть, над продуктами, над едой, начитываете и зовете его. И через некоторое время вы заметите, что у него внутреннее вот это состояние очень сильно поменяется. Он захочет жить, он выйдет из этого состояния оцепенения, из этого безразличия к жизни, из этой маяты, из этих душевных страданий, мучений и так далее. Итак, заговор следующий. Я надеюсь, поняли. Для себя 9 раз на свечу. 1 раз в день достаточно. Желательно вечером. Для близкого человека в любое время можете читать, потому что не всегда совпадает, да. Иногда вечером, наоборот, он дома, и трудно это делать. Желательно зажечь свечу, тогда он получится в полную силу. Без свечи он тоже получится. Но если вы хотите вот 100% результат, то зажигайте свечу, ставите на стол, на алтарь, куда хотите. Когда начитали, оставьте догореть, возьмите маленькую свечу и просто выкиньте свечу. Все, здесь важен источник огня. Если вы читаете для него, для человека, называйте его имя. Там, с моего сына, там, Ивана, Антона, как хотите. С моей дочери, с моего мужа. И называйте его имя.
Вы обозначаете, кто он вам, статус его в вашей жизни, и называйте его имя. Бежит конь огненный по чисто полю, по великому раздолью. Огнем грива пылает, конь копытом землю роет, ноздрями огонь источает. С ноздрей огонь источает, извиняюсь. С меня всю боль души собирает, всю маяту забирает, весь гнев и страх убирает. Мчит тот конь по полю на черные горы, на темные долины, где звери не бродят, где люди не ходят, и птицы не летают, в дремучие болота, в зыбучие пески, в седые долота. Мчит конь всю боль мою душевную до камня алатырь, и под камнем прячет, а конь огненный дальше скачет. Чур, 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 уйди, жабья тоска, уйди до чертовой горы, к черту и чертовице, да к чертодевице. Перед ними хвостом крути, язык покажи, телом своим тряси, а меня оставь. Нет у тебя власти надо мной, нет у тебя места в моем сердце. На 100 замков свои слова запираю, в темном чулане закрываю. Зубы, губы, ключ, замок, язык, истина, заклинаю. Мы с вами уже говорили о темных силах и о встрече с нечистью. И поэтому, надеюсь, лишний раз объяснять не нужно, почему именно темные силы, да, у темных сил остается все то, что нас мучает, потому что это то, что от них приходит. Темные силы этим питаются. И именно поэтому в заговорах отправляется к чертям, к бесам редко, потому что бесы это все-таки там и есть и темные бесы, и есть и, не светлые, скажем так, нейтральные, серые, так называемые. А черти, те же самые анчутки, вот им, собственно говоря, и оставляется на перекрестке откуп и прочее. Когда это все пройдет, когда вы почувствуете облегчение, вы и сами, или человек, для которого вы читаете, отнесите на перекресток 9 монет, кидайте через плечо и говорите: откупаюсь. И без оглядки уходите оттуда. Потому что тем самым чертам, которые забрали эту боль себе, нужен откуп. Вы должны отрезать, убрать эту зависимость, то есть эту нить, и уйти, чтобы это все не вернулось потом опять по новой. Читаю еще раз. Бежит конь огненный по чисто полю, по великому раздолю. Огнем грива пылает, конь копытом землю роет, с ноздрей огонь источает. С меня всю боль души забирает, всю маяту забирает, весь гнев и страх убирает. Это у нас кто-то ходит, поэтому наша собака сегодня прям в ударе. Сейчас извиняюсь. Извиняюсь, сегодня у нас такой нервный вечер. Честно скажу, за всю свою практику первый раз я встретила с чертом. Всякие видела сущности, звуки, видения и все, ходьба по дому. Но чтобы вот так чутко увидеть черта первый раз, на самом деле. Сейчас она залаяла, пошли с ней, вывожу, дверь открываю, она отрынула, кого-то увидела, там невидимый. Они не просто так приходят, именно анчутки, но о чем-то хотят предупредить, о какой-то опасности. Ничего страшного, заговорю, сделаю это не просто так, но еще и учитывая мою профессию. Извиняюсь, прочитаю еще раз и все, потому что мне надо их вывести еще раз. Пусть походят. Я, естественно, этого мира не боюсь, потому что я с этим миром взаимодействую много лет. Внутренняя какая-то не тревога, но неприятное ощущение всегда есть, потому что встреча с чертом – это всегда не просто так. Еще раз. Бежит конь огненный по чисто полю, по великому раздолю.
Огнем грива пылает, конь копытом землю роет. Из ноздрей огонь источает. С меня всю боль души собирает, всю маяту забирает, весь гнев и страх убирает. И мчит тот конь по полю на черные горы, на темные долины, где звери не бродят и люди не ходят, птицы не летают. В дремучие болота, в зыбучие пески, в седые долота. Мчит конь всю боль мою душевную, до камня алатырь, и под камень прячет. А конь огненный дальше скачет. Чур, чур, чур. Уйди, жабья тоска, уйди до чертовой горы. К черту и чертовице, да к чертодевице. Перед ними хвостом крути, язык покажи, телом своим тряси. А меня оставь. Нет у тебя власти надо мной, нет у тебя места в моем сердце. На 100 замков свои слова запираю, в темном чулане закрываю. Зубы, губы, ключ, замок, язык, истинно заклинаю. Проведите, друзья мои, проведите всегда, когда чувствуете, что начинается внутренняя тревога, боль. Это тревожные сигналы, которые в конце концов приведут к безразличию, к нежеланию жить и прочее. И если у ваших детей такое происходит, если вы чувствуете, что у вашего ребенка, скажем, вот нет желания жить, у него депрессивное состояние, он замкнулся в себе, это нехорошо. Обязательно проведите. Хочу вам рассказать напоследок случаи. Таким состоянием всегда пользуются темные силы, те же самые анчутки, о которых мы с вами говорили. Они действительно являются, они приходят, но они не всегда приходят в страшном виде таком. Был такой случай, я сегодня рассказывала в общем чате моим близким людям, с которыми я общаюсь много лет, и вам расскажу. Это, правда, тоже о депрессии, но еще и перемешанной с алкоголем. Жил у нас рядом, в селе, рассказывали взрослые, мужик один, который пил безбожно. Он был неплохой мастер, но потом как-то так споткнулся и уже не смог встать. И начал пить, гонять всю семью, то есть издевался, пытался даже к дочери своей приставать, вот такие вот скотские вещи творил. Его выгнала семья, и он шатался по лесам, полям. Было лето, ночевал в лесу, на колхозе работал, значит, вагончик ему давали, там он ночевал. И вот так он жил. И однажды с ним случилось нечто. И после того, как его сняли с петли, он рассказал, что он шел, вот как многие вешаются или топятся, да, и люди начинают думать, да не мог он такое делать, даже не из-за того, что он там, у него все было хорошо, а просто он эгоистичный человек, он бы не наложил на себя руки. И случилось следующее, что он шел, и вот женщина одна окликнула его, мол, иди сюда, сынок, ты что тут ходишь, бродишь на улицах, холодно поди, голодный. И он там, мать, а ты откуда здесь? Я тебя не знаю. Да я, сынок, там свой дом оставила своим детям, они там взрослые, поженились, а я вот решила вернуться в отчий дом. Ты их не знаешь, это были старые люди, померли давно, вот я в их доме живу, своих родителей. Но он подумал, может быть, откуда он знает, он пьет, не просыхая, может, и действительно она переехала давно в их село. И она выносит там молочком, значит, напоила его и говорит, что а что ты так ходишь, холодно же тебе, давай я тебе телегрейку там дам своего сына, надень, потом вернешь. И она кидает ему на плечи эту телегрейку и, значит, привязывает рукава, как накидку. И в этот момент, значит, слышит за спиной, как друг его зовет, кричит, мол, что ты творишь, ты что делаешь? И его трясет, и он видит, что он накинул на голову петлю и уже на пне стал, то есть готовится повеситься. Его сняли с петли, он испугался, весь рот набитый шишками, грязью, начал плеваться. И он сказал, что было и как.
И вот ему говорят, это тебе черт встретился за все, что ты делал. После этого он перестал пить, просил прощения у семьи. Правда, семья его не приняла, но он жил в каком-то вагончике, колхоз дал, и до конца жизни вообще капли в рот не брал. И очень такой работящий мужик, как бы он замаливал свои грехи таким образом. Я к тому, что такое вот состояние депрессивное и прочее, он может привести к тому, к этому, ну, как бы, к этому мороку от этих анчуток, когда они показывают человеку одну реальность, которая не существует, и человек идет и творит с собой непоправимое. Почему? Потому что он дошел до грани. К обычному человеку, у которого все хорошо, они не придут. Они приходят, уже объясняла, в тот момент, когда человек перешел грань, когда он зовет эту смерть, когда он не хочет жить и так далее. И вот когда вы видите, что это происходит в вашей жизни, опережайте события, останавливайте это. Не давайте возможность этим силам овладеть вами, пользуясь вашей вот этой беспомощностью. Потому что мы сколько нам дано, мы столько должны жить, обязаны жить. Я считаю, что единственное, что оправдывает такие действия, да, не буду называть, это если человек знает, что на следующий день его в страшных мучениях убьют, например, и он решает сам уйти и избавиться. Вот это единственное, что можно понять и оправдать. Если он понимает, что все равно выхода нет и не хочет мучительно уходить, хочет уйти спокойно, легко и без страха. Вот тогда да. В остальных случаях нет. Делайте все, чтобы бороться за свою жизнь. Ваша жизнь нужна этой вселенной. Иначе бы вы не родились на этот свет. Всем удачи и всех благ.